Приветствую вас на канале Wow Nails Design. Ну как, залипли? Этот френч до безумия просто делается, и даже если у вас никогда не получалось идеально ровного и красивого френча, то это точно ваш шанс и ваш дизайн. И думаю, такие ноготки уж точно найдется с чем сочетать, как между собой, так и с другими ноготками. Да и еще к Новому году будет самый неотъемлемый и быстрый дизайн. Итак, приступим. Первый ноготок перекрыт у меня таким розово-бежевым. Можно перекрыть в один слой, если гель-лак достаточно плотный. И обязательно обезжирить перед тем, как покрывать кошачьим глазом. Ссылки на все материалы найдете в описании под этим видео. Перекрываю ноготок плотным слоем гель-лак кошачий глаз. И подношу прямоугольный магнит ребром. Вот таким образом. Где взять такой магнит, в предыдущем видео показываю и рассказываю. Ссылочку в правом верхнем углу оставлю на это видео. И просушиваю лак 60 секунд, обязательно именно 60. И прямо на него втираю втирку. Если гель-лак только что из лампы, то есть горячий, теплый, как еще его называют, то втирка идеально сразу же будет втираться. Если же нет, обезжириваем ноготок, протираем салфеткой, смоченной в спирте, либо в обезжиривателе, и в сухой ноготок уже после этого будет идеально втираться втирка. И от кутикулы к центру ноготка я втерла золотую втирку, такое благородное золото, немножечко как бы таким углом к центру ноготка. И затем аппликатором втираю втирку уже такого цвета фуксия, ярко-розовый. Втирки должно быть на аппликаторе побольше, не так, чтобы она сыпалась по всему ноготку, но чтобы она могла нарисовать вот этот четкий контур френча, ровную такую улыбочку. Чем просто? Тем, что мы просто обрисовываем по контуру. У нас есть вот эта вот обводка уже френча, блестит вот этот жемчужный кошачий френч. И мы просто по контуру, считай, проводим аппликатором, и все. В принципе, в основном получается идеально вот такой ровный френч. Если какие-то есть недочеты, салфетка, смоченная в спирте или обезжиривателе, но она должна быть прям сильно мокрая, можно убрать все эти недостатки. Очень залипательный ноготок уже получается. Я уже хотела себе переделать весь маникюр, но прошло только 2 недели, поэтому успокоилась, жду следующего своего маникюра. Ноготок перекрыла топом, я работаю каучуковым без липкого слоя. Просушила 60 секунд. И следующий вариант дизайна на молочную базу. Ноготок выровнен или укреплен молочной базой, либо гель молочный. Сразу же перекрываю кошачьим глазом. Да, замечу, это у меня кошачий глаз от Bon Pretty. Он не имеет остаточной липкости, липкого слоя, поэтому в него втирается втирка идеально, прямо если он сразу из лампы. Я делаю магнитом френч и ставлю сушиться в лампу он ровно на 1 минуту. Если кошачий глаз у вас какой-то другой торговой марки, то это нужно смотреть, проверять, имеет ли он остаточную липкость после просыхания в лампе. А так, в принципе, можно ноготок перекрыть тогда глянцевым топом под втирочку и в него втереть втирку. Я повторяю манипуляции те же самые, что и с предыдущим ноготком, с той лишь разницей, что в предыдущем дизайне у нас в качестве подложки был такой розово-бежевый гель-лак. А здесь у нас молоко, то есть сразу на нарощенные, например, ноготки или на выровненные мы наносим кошачий глаз и тут же на кошачий глаз втирку. Получается все очень-очень быстро. Другой момент, что втирки нет на свободном крае, ее не нужно закреплять, ничего не будет отслаиваться, протираться, и никаких проблем с ношением этой втирки ни у кого не будет. Я перекрыла топом глянцем без липкого слоя, просушила 1 минуту, и вот по этому френчу, по ногтевому ложу получается, прокрашиваю втирку тонким слоем, но чтобы без проплешин, и выравниваю тонкой кистью, чтобы не было нигде наплывов топа. Если топ будет толсто нанесен, то получится корявый цепляющийся дизайн, что в носке будет очень неудобно. И на жидкий топ веерной кистью переношу пену, как бы сначала на кожу, на сам палец, и стягиваю по ноготку. Весь ноготок у меня в пене, ставлю сушиться в лампу 1 минуту. После того, как пена просохла, обтираю сухой салфеткой. Если дальше дизайна никакого не будет, обезжиривать или что-то еще не нужно. Очень красивое сочетание жемчужного френча и золотой рептилии.
А следующий вариант дизайна покажу на белой подложке. Ноготок перекрыт белым гель-лаком. И обязательно его обезжирила перед тем, как наносить кошачий глаз. Зачастую цветные гель-лаки линяют и могут испачкать, когда начнем наносить кошку. Приставляю магнит, рисую таким образом френч, прорисовывается жемчужный, и ставлю сушиться ровно 1 минуту. И этот вариант покажу вот таким вот маркером, втираю в тирку однотонно по форме ногтевого ложа, как бы вот обрисовываю френч, но скажу, маркером не очень удобно, потому что не видишь, что втираешь, нельзя рассчитать вот этот нажим и количество втирки. Аппликатором вообще гораздо удобнее и более четкая граница френча получается. Но если где-то недочеты, можно убрать салфеткой, смоченной хорошо в спирте, либо обезжиривателе. Аккуратно вот таким образом просто протереть, тем самым выровнять, сделать четкую границу. Это сочетание более такое сдержанное, хотя втирку и кошачий глаз нельзя назвать сдержанными, но это такой розово-кофейный и белый жемчужный такой френч получается. Очень красивое сочетание. Я перекрыла глянцевым топом без липкого слоя, просушила 1 минуту и теперь прокрашиваю вот это ногтевое ложе как раз тонким слоем топа, чтобы не было заплывов, тонкой кистью обязательно выравниваю и переношу пену на ноготок. Наношу как бы сначала на кожу пальчика и по ногтю стягиваю эту пену, тем самым равномерно распределяю, наношу пену на весь ноготок и ставлю сушиться ровно 1 минуту, после чего просохший ноготок просто обтираю сухой салфеткой. Если дальнейшего дизайна никакого не будет, то обезжиривать не нужно. Безумно кайфовое сочетание жемчужного френча и металлической рептилии. И следующий вариант дизайна. Ноготок перекрыт у меня таким нежным пудровым цветом. Обезжирила его и перекрываю кошачьим глазом достаточно таким плотным слоем, чтобы эффект вот этого кошачьего френча был как можно ярче. Прикладываю ребром прямоугольный магнит и таким образом прорисовывается вот этот яркий горящий жемчужный френч. И ставлю сушить в лампу ровно на 1 минуту. И прямо на кошачий глаз, если он сразу из лампы, то прям в него втираю. Если нет, можно протереть салфеткой, смоченной в спирте. Втираю жемчужную втирку. Далее беру вот такая втирка, просто мне нравится ее цвет. Она такая кофейно-розовая. И кофейно-розовую втирку удобнее, конечно, аппликатором, но у меня этот цвет находится вот в таком маркере. Прорисовываю этим маркером по контуру нашего френча. Получается вот такой растушеванный, то есть по краю более темная втирка, а у кутикулы светлая. И прохожусь еще раз жемчужной поверх уже всех втирок, чтобы получить вот такой плавный гладкий переход. Излишки смахнула кистью, и получается вот такой вот красивый розово-кофейный, розово-бежевый переход жемчужный, металлический. Безумно красивое сочетание. И сам вот этот френч, он блестит как раз вот на пудровом таком цвете. Излишки втирки смахнула кистью, чтобы не было никаких остатков, песчинок. И перекрываю глянцевым топом без липкого слоя. Уверена, это сочетание пудровое такое кофейной жемчужной втирки, это будет просто классика кошачьего френча. Просушила топ 60 секунд. И следующий вариант дизайна на голубой подложке. Немножечко с таким мятным оттенком этот голубой. Ноготок перекрыт цветным гель-лаком. Затем я его обезжиривала и перекрываю магнитным гель-лаком кошачий глаз. Прикладываю магнит, прорисовываю тем самым френч. Вот как раз вам одна идея новогоднего такого дизайна. Новогодний френч. Очень красивое сочетание. Голубой с мятным оттенком и жемчужный вот этот френч. Кошачий глаз просушила ровно 1 минуту и втираю золотую втирку. Можно медного оттенка, но здесь я взяла благородное золото. Аппликатором вглаживаю втирку по форме нашего френча. Очень удобно, очень быстро прорисовываю, считай, просто по контуру обвожу. Втирки на аппликаторе много, но не настолько, чтобы она не сыпалась по ноготку. Очень красивое сочетание, безумно, прям вот голубой и жемчужный френч, нежный такой небесный голубой, и вот эта золотая глянцевая зеркальная втирка, просто что-то невероятное. Излишки втирки смахнула кистью. Недочеты мокрой салфеточкой, смоченной в спирте, аккуратно вытираю
И получается вот такой безумно красивый, ровный, идеально гладкий френч. Перекрываю ноготок глянцевым топом без липкого слоя. Я работаю каучуковым и ставлю сушиться ровно 1 минуту. Дизайн можно было оставить и таким гладким и глянцевым, но я решила этому золоту придать эффект рептилии. В принципе, сочетать в маникюре можно и гладкий, и рептилию. Перекрыла, прокрасила глянцевым топом тонким слоем и на жидкий топ переношу пену, это 50 мл моющего для посуды и 100 мл обычной воды. Перемешала веерной кистью, смешала эту пену и нанесла на жидкий топ. Просушила 60 секунд. Вытираю сухой салфеткой. По-моему, этот ноготок уже и так самодостаточный. Никакие снежинки, никакие прорисовки, слайдеры тут рядом просто уже будут меркнуть. Этот ноготок готов, а я перейду к следующему варианту. В качестве подложки у меня вот такой вот голубой, немножечко с фиолетовым тоном. Цветной гель-лак хорошо обезжирила, чтобы он не линял под кошачьим глазом. И перекрываю ноготок кошачьим глазом сначала тонким слоем, затем наставляю каплю, распределяю ее, тем самым получаю слой такой поплотнее. Приставляю магнит прямоугольный ребром. Таким образом прорисовывается френч. Сушу кошачий глаз 1 минуту. Мой кошачий глаз хрустальной кошкой не имеет достаточной липкости, поэтому я сразу же в теплый этот гель-лак втираю в тирку по форме френча золотую, не доходя до самого края френча, и затем вот такую лиловую, фиолетовую в тирку. Получается такой плавный переход, идеально ровный, гладкий френч, само ногтевое ложе, вот такое вот металлическое. Излишки втирки смахиваю кистью и перекрываю глянцевым топом без липкого слоя. Для того, чтобы втирка не протерлась, клиентки бывают сильно занашивают ноготки, лучше брать топ поплотнее для втирок, либо перекрыть 2 слоя. И подборка залипательных ноготков и дизайна готова. И что-то мне подсказывает, что эти дизайны в качестве новогоднего маникюра вытеснят все остальные, потому что все остальные рядом с ним просто померкнут. Так как этот дизайн достаточно быстрый, очень простой и малозатратный, а еще просто безумно эффектный. И напомню, не забывайте ставить лайки, подписаться на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные идеи, а также очень рада вашей обратной связи и пожеланиям на новые интересные видео. До новых встреч!